День 1632. Алекс на связи. Связь вообще очень большая проблема в умном доме. И даже это не просто сама связь, там, Wi-Fi или Zigbee, а вообще и железо, и софт, которые работают по этим протоколам. Например, если используешь Wi-Fi, то, конечно, это чаще всего облачное решение. То есть это от них никакой надежности особой не ждешь, потому что все-таки уже и интернет, и внешние сервера. Конечно, я, в принципе, использую умный дом больше для экспериментов, то есть покупаю какие-то устройства, их настраиваю, смотрю, как они работают, смотрю, как с ними взаимодействуют другие. Делаю какие-то выводы, придумываю какие-то новые алгоритмы. И, конечно, у меня постоянно возникают разные сбои в этих алгоритмах. И я понимаю, что устройство работает неверно. Его нужно там поменять, найти новое, подобрать какое-то устройство. Или какие-то параметры этого устройства неправильные. Или временные характеристики не такие, какие я ожидал изначально. Или, в принципе, им неудобно пользоваться и там путаются в нем, в этом устройстве, и не те кнопки нажимают, или, в принципе, оно там по каким-то причинам не подходит. Иногда изменения приходится делать так срочно, что даже не успеваю там протестировать, понять вообще, правильно я сделал или нет. Там, например, может неожиданно наступить лето или зима наступить, либо могут прийти гости, и нужно срочно все выключить или включить, или там мы решили затеять уборку, или какие-нибудь другие действия, и нужно там выключить сценарий или включить какой-то определенный режим в этом сценарии. Это все, конечно, не проверено и может просто работать некорректно. Ну и, конечно, разные старые устройства, они тоже работают часто неправильно, как-то глючат, и даже не обязательно это старые, это могут быть просто какие-нибудь, которые я очень давно, много времени назад приобретал, на каких-нибудь старых протоколах еще работающих. У меня, например, есть такое реле, которая работает на частоте 433 МГц по радиоканалу. Это четырехканальный реле, и вроде все у него хорошо, оно компактное, его можно там куда-нибудь установить очень неплохо. Но возникла ситуация, что просто по какой-то непонятной причине это реле оказалось чувствительно к определенным беспроводным выключателям, которые у меня есть. То есть я его настраиваю на работу с каким-то выключателем беспроводным, который тоже по радиоканалу работает, но при этом оно может и срабатывать на определенный какой-то другой выключатель. И причем только на 2 из 4 таких. И даже если я вообще сброшу в этом реле все привязки к выключателям, оно все равно будет реагировать, но при этом оно не включается, а только выключается. Сначала я, конечно, долго не мог понять, почему оно выключалось, а оказалось, что просто оно реагировало на этот выключатель, а этот выключатель у меня использовался для управления светом в комнате. И когда кто-то включал или выключал свет в этой комнате, то реле вообще в другой комнате реагировало и выключало свет там. Ну и также с этими беспроводными выключателями, которые напрямую подключаются. Например, у меня есть Wi-Fi выключатель от Tuya, который тоже может работать и в связке с беспроводным выключателем, работающий по радиочастоте 433 МГц. То есть там можно привязать каждую кнопку к соответствующей кнопке выключателя проводного. Но если, например, там забыл отвязать и потом этот выключатель используешь где-то в другом месте, то, конечно, может возникнуть ситуация, что просто в какой-нибудь прекрасный момент начнет выключатель включаться или выключаться, и уже там не вспомнишь, почему это происходит, что был привязан к такому-то выключателю беспроводному. Еще были случаи, когда я в начале
пытался очень много управлять по этой радиочастоте. И, например, я делал так, что просто с передатчика отправлял определенные команды и таким образом программировал эту привязку к выключателям или там к реле. И потом через некоторое время могло так оказаться, что я снова выполняю эту команду, или даже бывало так, что какой-нибудь датчик начинает отправлять сигнал, там, в принципе, 32 бита, сигнал, вроде как очень много комбинаций, там, больше миллиарда, вот, но может так оказаться, что какая-то комбинация, она либо очень похожа, либо она прямо совпала, и выключатель, например, включается или выключается, или какое-нибудь реле, просто от того, что сработал, например, там, какой-нибудь датчик движения или там датчик температуры передал определенную температуру, и как бы этот выключатель сработал именно на этот сигнал. У меня еще есть iPad старый, который тоже у него плохо работает сенсорный экран, и он тоже там начинал нажимать какие-то разные кнопки на этом дашборде случайным образом. И тоже было непонятно, почему что-то включилось или выключилось. У меня там сначала это запускались определенные сценарии, а потом, когда я его решил наоборот перевернуть, у меня он начал выключать разные термостаты и розетки, связанные с этими термостатами, что, конечно, было непонятно и непредсказуемо. Причем он делал это не все время, а только иногда начинал это делать. И мне пришлось просто поменять на нем сенсорный экран за там 4500, потому что так, конечно, нельзя было оставлять, он мог там какую-нибудь непонятную ситуацию создать в умном доме. Еще я использую определение по геолокации нахождения людей в умном доме и точнее там их устройств, и также у меня еще идет определение по IP, появилось устройство в сети Wi-Fi или не появилось, но бывает тоже часто, что там поменялся телефон, и, соответственно, у него уже будет выдан новый IP-адрес, и, конечно, нужно будет не забыть перенастроить в системе умного дома сценарий, чтобы по новому адресу отрабатывал, а иначе будет просто он работать неправильно, и вроде как там, пришел домой, свет не включается, или там какой-то сценарий не запускается, потому что думает, что меня нет дома, и, соответственно, таким образом он блокируется. Также я отслеживаю состояние батареек в разных беспроводных датчиках и выключателях. Конечно, в принципе, я настроил себе дашборд, и у меня в системе умного дома есть отдельный вид, который я могу открыть и посмотреть на нем состояние всех батареек. Ну, конечно, я там забываю это делать, заходить туда, открывать. Иногда, конечно, я могу пропустить, поэтому я настроил так, что если эта батарейка садится, то мне там, в Telegram приходит напоминание. Но в целом у меня так часто разных сбоев возникает много, и я их пытаюсь все себе отправить в Telegram, чтобы понимать, когда оно случилось, на что оно там повлияло, и что я должен сделать, не забыть. Что я, в принципе, легко могу пропустить, что там было сообщение о том, что в каком-то датчике батарейка села или садится. И, конечно, там проигнорировать это событие, сообщение и, конечно, не заменить батарейку. Но я потом увижу, что там у меня какой-то датчик перестал отправлять значение, у меня на дашборде там будет подсвечиваться, что значение слишком старое. Я сделал так, что у меня, если больше часа, там один признак появляется, а если больше суток нет сообщений, то там другой признак появляется на дашборде. Я могу увидеть, что да, какое-то значение уже не отправляется в систему умного дома. Но даже была идея такая, сделать в Телеграме там 2 бота разных, один каких-то служебных сообщений,
всяких об ошибках, еще чем-то. А другой просто именно там сервисный, который будет просто там записывать разные сообщения, которые я потом смогу в спокойном режиме уже рассмотреть и прочитать и сделать какие-то действия, связанные с этим. Очень много проблем возникает при настройке разных новых устройств. Они могут начать конфликтовать. У меня, например, такая была ситуация, когда я настраивал новое устройство для Zigbee сети. Оказалось, что я, конечно, сначала не знал об этом, что если какое-то устройство имеет идентификатор сети Zigbee старый, и я, например, там создал новую сеть, и в ней там подключил все новые устройства, а потом, включая это устройство, там, не знаю, вставил в него батарейку, или оно появилось там из спящего режима, вышло и начало подключаться к сети. Но поскольку у нее идентификатор есть, она, конечно, это устройство может отправлять на этот роутер, этот координатор, точнее, Zigbee сети информацию о себе, а обратно получать не может, потому что роутер, он фактически не знает это устройство, и возникла такая проблема, что у меня просто сеть начала разваливаться вся. Я не знал, что делать, и не знал, там, из-за чего это вообще может произойти, и только потом уже методом там долгого изучения я понял, что нужно очень внимательно подходить к идентификаторам сети, и если это настраивается какой-то стик, то нужно выбирать все-таки не по умолчанию этот идентификатор сети, а устанавливать свой, и при этом еще и не забывать, что если, например, там две сети используются, у них не должны быть пересекающиеся идентификаторы. Ну, вообще, чем больше я начинаю использовать разных экосистем и разных приложений для умного дома, тем, конечно, сложнее получается, что нужно помнить, где и что настроил, в какой экосистеме и как оно там настроено. И бывает так, что что-то срабатывает, и в принципе непонятно, что происходит, и где нужно это искать, или я вдруг где-то забыл выключить, или, например, после очередной перезагрузки включился какой-то сценарий в какой-нибудь системе умного дома и начал обрабатываться, или там значение какое-то пришло определенное, и сценарий почему-то в этот момент вдруг сработал. Это, конечно, выловить очень сложно. И бывает так, что, например, там, если я сделал сценарий какой-нибудь там в системе умного дома Яндекса и там назвал какое-то устройство определенным именем, а потом начинаю это имя использовать в каком-то другом сценарии, то я могу там, запустив какой-то сценарий, или нажав какую-то кнопку, или выполнив какую-то команду, вообще включить свет в другой комнате, и там, не знаю, что-нибудь выключить в другой комнате, какое-то устройство. Это, конечно, очень неудобно. У меня временно сейчас тоже есть выключатели, которые обычно лежат на балконе, но сейчас он лежит просто в комнате на тумбочке, их там 3 штуки, и я просто недавно тоже пришел, стал на них нажимать, думаю, вроде как это отвечает за включение света в комнате, это отвечает там еще за что-то, но на самом деле оказалось, что этот выключатель просто включил свет на балконе, запустил там музыку, выключил свет в другой комнате, то есть абсолютно разные какие-то сценарии запускались, и просто, оказывается, я все перепутал, потому что, конечно, очень сложно помнить, где и что там, какая кнопка за что отвечает, или какой сценарий, какое название команды, или там устройство, к чему привязано. И там хоть покупай какие-нибудь наклейки, наклеивай на эти выключатели сценарные, чтобы хоть каким-то образом помнить, где и что там нужно нажимать. У меня, например, таких выключателей беспроводных, трехкнопочных, около 10 только в одной комнате, и при этом есть еще и кнопки отдельные, которые тоже там по 6 нажатий отрабатывают. Есть еще и беспроводные выключатели, вообще там 6-кнопочные токары, которые вообще там очень много комбинаций, там больше 20 комбинаций могут разных делать, и причем
конечно, очень сложно запомнить. Иногда нажимаешь кнопку, и там вообще не то запускается, не то включается. И, конечно, вроде думаешь, там, может быть, не знаю, умная колонка какая-нибудь есть, которую можно там ее научить, что она там сама будет догадываться, что там я ей говорю какую-нибудь ерунду, а она включает все правильно. Но так не происходит. Конечно, умная колонка, она, в принципе, работает по определенным правилам, выполняет определенные команды с определенными названиями. И, например, у меня была ситуация, когда она просто там, ей говоришь, там, включи розетку 3, она на самом деле включает эту розетку на 3 часа ночи, а потом еще непонятно, как ее выключить, этот таймер, а потом среди ночи эта может розетка включиться, и хорошо, если эта розетка отвечает за включение света, например, или там это еще можно пережить. А если это какой-нибудь обогреватель, он может включиться, там, не знаю, другое устройство и начать работать там, всю ночь. Это, конечно, не очень будет хорошо. Ну и тоже в интернете есть много возмущения, что там какие-нибудь колонки Яндекса не имеют там аккумулятора, не могут работать автономно. И я считаю, что это вообще правильное, наверное, самое верное решение у Яндекса такое не делать, потому что колонка привязывается к помещению определенному для того, чтобы корректно в нем работать. И если ее куда-нибудь там с собой взять случайно, а сейчас еще в системе умного дома Яндекса есть возможность там несколько домов создавать, то можно случайно этой колонкой включить где-нибудь на даче какое-нибудь устройство, вместо того, чтобы в определенной комнате в доме или наоборот.